Привет, друзья! Сегодня в Европе и Германии происходят события, которые могут серьезно изменить привычный ритм жизни. В Чехии возвращается Андрей Бабиш, и его победа на выборах ставит перед страной непростые вопросы о будущем курса Европейского Союза и НАТО. Тем временем в Германии крупнейший военный проект с фрегатами F-126 сталкивается с серьезными трудностями, миллиарды под угрозой, а будущее флота остается неопределенным. В Соединенных Штатах Америки Дональд Трамп делает громкое предложение университетам, которое может изменить правила для иностранных студентов. В Мюнхене аэропорт парализовали дроны, и теперь Германия ищет способ защитить свое небо. Аналитики подводят итоги 35 лет после объединения Германии. Восток изменился, но разрыв с Западом все еще ощутим. И, наконец, министр внутренних дел Александр Домбрин требует кардинальных изменений в миграционной политике, и это вызывает бурные споры в Германии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не пропустить самые важные последние новости Европы и Германии. Итак, на парламентских выборах в Чехии победу одержала партия «Акция недовольных граждан» под руководством Андрея Бабиша. Результат: около 34,5% голосов дает ему уверенное лидерство над коалицией Петра Фиалы вместе, которая набрала порядка 23%. Бабиш уже объявил, что в ближайшее время проведет переговоры с президентом Петром Павлом, чтобы обсудить формирование нового правительства. Он подчеркнул, что хочет предложить президенту решения, которые будут соответствовать чешским и европейским законам. Несмотря на критику по поводу его прошлых высказываний, Бабиш заявил, цитата: «Мы ясно за Европу и за НАТО». Это заявление — попытка успокоить европейских партнеров и общественное мнение, ведь прежняя правящая коалиция активно поддерживала внешнюю политику в сотрудничестве с Европой. Однако формирование стабильного большинства без партнерства может оказаться сложной задачей. Бабишу, скорее всего, придется заручиться поддержкой небольших правых сил, чтобы провести ключевые решения в парламенте. Таким образом, Чехия вступает в новую фазу политической неопределенности. Бабиш обещает преемственность внешнего курса, но его успехи будут зависеть от умения строить коалиции, от баланса интересов и от доверия, которое сможет вернуть к себе после громкого политического возвращения. И это только начало. Проект строительства новых фрегатов F-126 – самая крупная морская инициатива в истории Бундесвера. Сейчас стоит на грани срыва. Несмотря на то, что ни один корабль еще не достроен, остается риск полного прекращения проекта. Первоначально, напомню, Германия заказала 4 фрегата, а затем министр обороны Борис Писториус расширил заказ до 6 единиц. Общая сумма оценивается примерно в 10 миллиардов евро, однако сейчас проект сталкивается с серьезными задержками, сроки сдвигаются на 40-48 месяцев. Официально называя технические проблемы, сбои в программном обеспечении, сложности в координации данных между голландской верфью и немецкими подрядчиками. В парламенте некоторые депутаты требуют пересмотреть контракт или даже его аннулировать, если не удастся исправить ситуацию. Уже вложены миллиарды евро, напомню, около 1,8 миллиарда, по оценкам журналистов, могут быть утеряны, если проект закроют. Современные корабли класса F-126 должны стать флагманами флота, длина порядка 166 метров, универсальное назначение, модулярная структура. Если проект не удастся спасти, понадобится искать альтернативу или перераспределять заказ на другие классы кораблей. Уже рассматриваются варианты, например, продлить использование старых судов и проекты нового класса F-127. Так или иначе, будущее этого проекта сейчас – это главный экзамен для оборонной политики Германии. Выдержит ли система кризис и сможет ли флот вовремя получить новые современные корабли? А теперь внимание, впереди события, которые становятся еще более важными. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предлагает поощрять университеты, которые сократят число иностранных студентов. По опубликованным данным, администрация отправила письма примерно 9 ведущим высшим учебным заведениям, предлагая доступ к исследовательским грантам в обмен на следование правительственной линии. Особые условия включают ограничение приема студентов из-за рубежа, заморозку плат за обучение и обязательства по консервативным принципам. Трамп требует, чтобы университеты не допускали, чтобы консервативные идеи подвергались оскорблениям или препятствиям, и чтобы учебные заведения придерживались строгих определений пола. Критики называют инициативу радикальной и угрожающей академической свободе. Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом назвал эти предложения радикальным соглашением.
Напомню, что ранее Трамп уже обвинил университеты в либеральной повестке, особенно критикуя Гарвард. Если эта инициатива будет запущена, она может существенно повлиять на структуру американского высшего образования, изменить состав студентов и усилить политическое давление на университеты. Следующая тема заставит многих задуматься. Над Мюнхеном снова произошел серьезный инцидент. В течение 2 вечеров подряд были замечены дроны, из-за чего аэропорт временно закрывался, тысячи пассажиров ожидали, а рейсы перенаправлялись или отменялись. Кроме Мюнхена, в Германии растет число подобных случаев. За первые 8 месяцев 2025 года зафиксировано 144 нарушения воздушного пространства дронами, тогда как в прошлом году за тот же период таких случаев было 113. Власти уже заявляют о надобности срочно создать рабочую систему противодействия беспилотникам. Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Гербер Ройль сказал, что органы безопасности должны стать действительно современными и оперативными. При этом он подчеркнул, что сбивать дроны надо только при строгом соблюдении закона, пропорциональности и технической надежности. В Баварии министр внутренних дел Йохим Херман предложил расширить полномочия полиции, чтобы в экстренных случаях она могла сразу сбивать дроны без долгих процедур. Федеральный министр внутренних дел Германии Александр Домбринт собирается в ближайшее время представить законопроект о воздушной безопасности. В нем предусмотрено участие Бундесвера в защите от дронов. Однако министр юстиции Стефан Кубик предостерегает от слишком широкого применения военных сил внутри страны. По ее словам, это должна быть прерогатива полиции в строгих рамках закона. Также звучит призыв создать рациональный центр по борьбе с дронами, например, в Бремени. Тамошние власти уже запросили федеральную поддержку и планируют объединить усилия с авиационной и оборонной промышленностью. Руководитель оборонной компании Rheinmetall Армин Папергер говорит, что скорость реагирования жизненно важна. Цели нужно быстро обнаруживать, оценивать и при необходимости уничтожать, чтобы не допустить угрозы безопасности. Ситуация показывает, прежних мер уже недостаточно в Германии. Германия стоит перед вызовом, как защитить воздушное пространство, сохраняя законность и безопасность своих граждан. Но это еще не главный поворот событий. 35 лет после объединения Германии аналитики подводят промежуточные итоги. В Восточной земле уже многого достигли, но идеалы ровных жизненных условий все еще далеки. Сегодня население восточных земель значительно сократилось. В 5 восточных землях число жителей уменьшилось примерно на 16%. В то же время в большинстве западных земель население выросло. Экономика Востока демонстрирует наверстывание. Валовый внутренний продукт на душу населения вырос более чем на 160% в некоторых землях, что гораздо выше, чем в среднем по Западу, но разрыв все еще заметен. Доходы на полном рабочем дне в восточных регионах составляют в среднем около 3973 евро в месяц, тогда как в западных землях около 4810 евро. Это показывает, что разрыв еще не преодолен. Ключевые достижения: модернизация инфраструктуры, то есть дороги, больницы, школы, коммуникации, сделала Восток более современным. А в таких городах, как Лейпциг и Дрезден, рост населения превысил даже 20-30%. Однако остаются вызовы. Это старение населения, отток молодежи, дефицит врачей и специалистов в сельской местности. Даже при всех вложениях Восток все еще отстает по уровню доходов, богатству и представленности на руководящих должностях. Федеральное правительство Фридриха Мерца подчеркивает, цель – это равные условия жизни по всей стране, политика поддержки направления на закрытие пробела, но цифры показывают, путь к реальному равенству еще долгий. И здесь начинается самое значимое. Следите внимательно. Министр внутренних дел Германии Александр Добринт выступил с новым предложением в области миграционной политики. Он требует максимально ускорить рассмотрение заявлений на убежище и расширить применение постоянной депортационной ответственности, непрерывной отсидки перед выдворением. Добринт предлагает, если заявление на убежище признается недопустимым, то апелляции и судебные жалобы не должны откладывать исполнение решений. Он настаивает, что люди, которым уже отказано, не могут бесконечно затягивать процесс, оставаясь в стране до судебных решений. Министр также предлагает, чтобы лица, подлежащие выдворению и совершившие преступления или считающиеся опасными, могли помещаться в специальные центры содержания до фактического возвращения. Кроме того, Добринт выступает за использование искусственного интеллекта и цифровых систем перевода, чтобы ускорить работу миграционных органов и избежать задержек из-за поиска переводчиков.
Он также продвигает идею создания центров возвращения в третьих странах, куда можно отправлять лиц, которым отказано в убежище и которых нельзя вернуть на родину напрямую. Домбрин подчеркнул, что нельзя полагаться исключительно на Европейский Союз, Германия должна действовать сама, если нужно. Единственный вопрос, насколько такие меры совместимы с правовым государством и международными обязательствами. Уже сейчас его предложение вызывает критику со стороны юристов и правозащитников, которые предупреждают, что права лиц на судебную защиту и справедливый процесс могут быть ущемлены. Такое заявление Домбринта – новая попытка ускорить миграционные процедуры и ужесточить контроль. Надо будет и дальше следить, как парламент и суды отреагируют на такие инициативы. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.